Всем привет! Сегодня сериал 2020 года «Истинная красота». Режиссер Ким Сан Хёп. В главных ролях Чан Ину, Мун Га Йон, Хван Инёб. Это молодые актеры, в первый раз увидела их в этом сериале. Сериал молодежный, про любовь, но затронуты две важные темы. Красота внешняя и внутренняя, буллинг в школах и, как следствие, доведение до самоубийства. По поводу первой проблемы мне вспомнился советский фильм 1982 года. В главных ролях Олег Янковский и Евгения Глушенко. Насчет ударения в фамилии могу ошибаться. Так вот, там немолодая женщина хочет устроить личную жизнь, но считает себя совсем непривлекательной. И все это отражается в ее монологе, суть которого сводится к тому, что она обвиняет родителей в том, что она некрасивая. И говорит, что таким родителям надо запретить рожать детей, потому что потом они становятся несчастными. И такое горе и отчаяние выражалось в этом монологе. Да, бывает и так, что некрасивые женщины очень хорошо устраивают свою личную жизнь, а красивые, наоборот, очень несчастны. Но красивые уверены в себе, ловят на себе восхищенные взгляды, а некрасивые с детства ощущают на себе нелюбовь. Сужу по себе. Мне нравятся симпатичные дети, хочется с ними нянчиться, сюсюкать, а некрасивые вызывают отторжение. Жестоко и несправедливо, да, но так уж устроен человек, его глаз ласкает красота. Так и главная героиня сериала. С детства ощущала себя уродиной, и в школе это стало большой проблемой. Тогда бы надо было бы учиться хорошо, но и на этом поприще главная героиня тоже не блистала. Но тем не менее пользоваться популярностью у мальчиков ей хотелось. Ну, в общем, загнобили ее так, что она захотела спрыгнуть с крыши. Но тут появляется красивый молодой человек, у которого душевная травма, и спасает ее, и постепенно это перерастает в любовь. Тут, мне кажется, две ошибки. Первое, всегда надо давать сдачи. Зачем сидеть на земле и позволять кидать в себя всякую ерунду? Я не помню, еда там была или что. Еще и перед камерой. Надо было истерично на них налететь и, если понадобится, сломать этот сотовый. Я бы не стал своего ребенка за такое ругать, даже если бы пришлось заплатить. Ну и вторая ошибка, почему она дома ничего не говорила. Если сдача не помогла или если просто не можешь, родители разберутся. Если и у них не получается, то, наверное, действительно надо перевестись. Такие проблемы надо рубить сразу же под корень. Актер Чан Ыну мне лично показался очень красивым, милым, обаятельным, со стеснительной улыбкой парнем, а Мун Га Йон энергичной, бесстрашной, смешной актрисой. Не все актрисы хотят выглядеть в кадре уродинами, но Мун Га Йон это делает легко, с юмором. Хороший актерский дуэт сложился. Я начинала смотреть сериал «Красотка из Каннама» с Чан Ину в главной роли. Не смогла смотреть, уж не знаю почему, неинтересно было. И еще хотелось бы узнать, вдохновился автор сценария или режиссер сценой Тоси из «Девчат». Пусти, кому говорят, было смешно. Сама идея сюжета не нова. Из сериалов сразу же вспоминается «Дурнушка Бетти». Потом еще была куча, которую я почему-то не смотрел. Хотя Бетти тоже не смотрел. Еще раньше была Кэрри Стивена Кинга. Там, правда, все гораздо хуже было. Но суть в том, что авторы взяли избитую тему, однако получилось на удивление хорошо. Не зря в Корее развита пластическая хирургия. Я отношусь к этому положительно. Если есть финансовая возможность подкорректировать свою внешность, почему бы и нет? Но все-таки надо помнить, что за внешней оболочкой есть твоя индивидуальность, твой ум, опыт, мысли, воспитание в семье, образование, умение вести диалог с партнером, умение слышать партнера, сострадание, уважение к партнеру. А я противник пластики. Человек, выбирая партнера, ориентируется на внешность чаще всего. И если потом детям передадутся плохие гены, он может быть недоволен. И сами дети, когда вырастут, столкнутся с той же проблемой. Что ж теперь пластику делать каждому поколению? Нельзя никого обманывать. Бывает ли так, как произошло в сериале? Конечно, да. Их объединило понимание и боль, утрата близких людей у главного героя, и травля, ненависть или чье-то равнодушие у главной героини. Как всегда, любовный треугольник. Как же без него? А бывает и так, что красивая самка привлекла самца, и инстинкт размножения сыграет свою роль, но дальше начинаются людские отношения, которые включают в себя много аспектов, и как вердикт, а поговорить-то и не о чем. Красота еще и не гарантия удачного брака. Если кому-то суждено остаться одному, значит он слабее других в чем-то. Так действует естественный отбор. И не всегда дело во внешности. В общем, сценариев много, какие уготованы нам судьбой, нам предстоит узнать, прожив жизнь. Вот на такие серьезные размышления натолкнул меня, казалось бы, совсем несерьезный молодежный сериал «Истинная красота». Кстати, очень много юмора в сериале. Все остальное узнаете, посмотрев его. Посмотрите обязательно, детям очень нравится этот сериал, хотя бы чтобы понимать, что им нравится, и быть с ними на одной волне. В этом плане я могу провести аналогию с австралийским сериалом H2O. Похожее настроение и впечатление. Опять же, тема сокрытия от всех чего-то важного главными героинями. Вот эта постоянная беготня и напряженка. Из-за этого действие ощущается сильнее, а романтика присутствует лишь как легкий налет. Моему ребенку оба эти сериала понравились, и я, когда их смотрел, даже не задумывался, что они не для взрослых.
просто интересно и все. Смотрится очень легко. И еще мне понравилось, что главный герой ту детскую влюбленность сохранил и помнил о ней, пока опять не повстречал ее. Не разочаровался, лишь укрепился в ней. Бывает ли так, наверное, но все это вызывает такой щенячий восторг и умиление. Финальная сцена все в той же библиотеке. Логичный финал. Финал обнадеживающий для всех тех, кому кажется, что внешне он не удался. Внешность можно подкорректировать, а вот душу навряд ли. Это не библиотека все-таки, а комикс-клуб. Я когда смотрел, все время думал, вот почему у нас таких не было. Да и если они сейчас, я что-то сомневаюсь. В библиотеке сидеть откровенно скучно, я просто брал книги домой. А в таком интересно оформленном тематическом месте с диваном я бы провел время. Да даже просто зайти туда и взять домой было бы очень интересно. Еще и комиксы. У нас всегда была напряженка с ними. Сейчас мне не хочется ничего покупать или распечатывать, а с экрана читать очень неудобно. Я бы, может, взял абонемент в таком месте, будучи взрослым. Кстати, владелец клуба очень колоритный персонаж, его история осталась открытой. Он столько жаловался, что не может найти себе пару, и в итоге про него как будто бы забыли. А я все думал, покажут какую-нибудь столь же неординарную женщину, но нет. Мне понравились образы двух второстепенных героинь. Это подружка-одноклассница, та, которая повыше, и старшая сестра главной героини. Когда она поменяла колесо автомобиля, я сразу же проникся к ней уважением. Потом абсолютное безразличие к тому, в каком платье она выйдет замуж. И прикол с перфоратором, который ей подарили. Такая женщина в хозяйстве точно пригодится. Подружка мне, во-первых, внешне понравилась, плюс боевой уверенный образ, этот фирменный удар ногой с разворота, который она периодически применяла против всех злодеев. Но больше всего меня зацепила ее семейная проблема. Родители не вправе требовать от ребенка, чтобы он был лучше всех, при том, что она и так была одной из лучших по успеваемости. Ненужное давление со стороны отца. Я бы на месте ее матери давно бы развелся или, не знаю, отправил бы дочь к бабушке, что ли. Ничем хорошим это не закончилось, в колледж она не поступила, стала заниматься волонтерской работой в странах третьего мира. Я не говорю, что это плохо, но необычность жизненного пути – это явно последствия детской травмы. С матерью главной героини то же самое. Зачем она постоянно выбрасывала косметику дочери? Как истерично орала на нее за то, что та хотела стать визажистом. Вот в этот момент мне хотелось ее убить, честное слово. Пройти сквозь экран и придушить. Человек сам заработал и заплатил за курсы. Че надо от нее? А отец подруги просто козел. Я бы сказал, что здесь затронута еще одна важная тема – проблема отцов и детей. Ну, пожалуй, на сегодня все. Всем пока. Пока.